Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, здравствуйте, гости моего канала. Сегодня у нас с вами будет очень красивый узор. Ленивый жаккард, мозаичное вязание спицами. Посмотрите на два образца, которые перед вами. Это Lana Gold в 100 граммах, 240 метров. Посмотрите, как красивый узор смотрится и с изнаночной стороны. Здесь два раппорта по 12 петель. И обратите внимание вот на этот образец. Здесь то же самое. Два раппорта по 12 петель. Но пряжа Naga Sportful в 100 граммах 120 метров. Но этот узор еще хорош и тем, что можно увеличить раппорт узора в ширину. То есть минимальный раппорт узора в ширину это 12 петель. И далее мы будем с вами прибавлять плюс 6 петель. Уже можно до 18 петель расширить этот узор. То есть вот эти уголки станут больше, скажем так, пошире вот вязаться. Можно увеличить до 24 петель, как я сделала это при вязании вот сапожка, я начала, это верхняя часть. Здесь 24 петли. Кстати, вот это Lana Gold и вот это Lana Gold. То есть это 12 петель, посмотрите, половина, да? А это тот же самый узор, но с раппортом 24 петли. Вот такая разница. То есть получается, что таким узором мы сможем вязать семейные свитера. Например, ребенку с раппортом 12 петель, папе с раппортом или маме в 24 петли. Узор очень красиво смотрится с изнаночной стороны, поэтому он подойдет для вязания пледа. Сегодня я вам покажу, во-первых, минимальный раппорт. Мы будем вязать с вами образец с раппортом в 12 петель. Одна петля у меня будет для симметрии узора. Высоту раппорт узора 12 рядов, но эти 12 рядов делятся на 6 и 6 рядов. То есть мы вяжем с вами первые 6 рядов, начинаем со светлой пряжи. У нас будет меняться нить каждые 2 ряда. Первые 2 ряда светлая, вторые 2 ряда темная, третьи 2 ряда светлая пряжа. Вот следующие 6 рядов это то же самое, только уже начинаться будет вязание не со светлой, а с темной пряжи, но вязание один в один, как мы провяжем первые 6 рядов. Поэтому полный раппорт 12 рядов, но узор запоминается быстро. То есть 6 рядов вы запомнили, и потом вяжете, уже повторяете 6 рядов, только меняется цвет нити. И по ходу вязания я, конечно же, вам скажу, в каком месте, как увеличить раппорт узора. Я вам уже сказала, что раппорт можно увеличить каждый раз на 6 петель. И еще по ходу вязания данного узора я вам скажу приметы, зная которые вы никогда не спутаетесь при вязании данного узора. Для вязания образца узора я набрала 27 петель. Здесь два раппорта по 12 петель, одна петля для симметрии и 2 кромочные петли. При вязании первых 6 рядов в высоту на первом раппорте 12 петель мы будем вязать узор. На втором раппорте я буду показывать, где, в каком месте сделать прибавление для расширения раппорта узора в ширину. Когда мы будем вязать уже вторую половину раппорта, следующие 6 рядов я буду вязать только на 12 петлях. Итак, начинаем вязание узора. Я буду вводить темную нить. То есть изначально я провязала начало у меня платочным вязанием светлой пряжей. И первый ряд я буду вязать темной пряжей. Для того, чтобы ввести нить, я распущу первую кромочную петлю на ряд ниже. И одену опять на левую спицу. Теперь прикладываю темную нить. Провязываю первую петлю лицевой. И далее начинаем вязать с вами узор. Первый ряд, независимо от раппорта, вяжется следующим образом. Первую петлю мы переснимаем, нить с работой, 2 лицевые. Переснимаем петлю, нить с работой, 2 лицевые. И так вяжем все 12 петель раппорт нашего узора. 2 лицевые. Переснимаем нить с работой, 2 лицевые.
Мы связали раппорт узора 12 петель. Здесь в раппорте мы 4 раза повторили одно и то же. То есть мы переснимали первую петлю, не провязывая, 2 лицевые. И повторили это 4 раза. Сколько бы у вас петель не было в вашем раппорте, в вашем узоре, это вязание повторяется до конца ряда. То есть если вы увеличите раппорт на 6 петель, то у вас будет уже не 4 раза вы повторите этот элемент, а 6 раз. Если увеличите на 12 петель, то еще плюс 2 раза. То есть сейчас 4, 6, 8 и так далее. Поэтому до конца ряда вяжем точно так же, независимо от раппорта. Сколько у вас петель, мы переснимаем петлю, нить сзади, 2 лицевые. И так вяжем все раппорты. Провязали все раппорты. У нас в конце одна петля для симметрии. Последняя петля вяжется как первая. Первую петлю мы переснимали. Переснимаем последнюю петлю нить сзади. Кромочную вяжем изнаночной петлей. У нас с вами изнаночная сторона, второй ряд. Вот все изнаночные ряды будут вязаться, скажем так, по одной технологии. И какая нить у нас в работе? А у нас зеленая, сейчас более темная, вернее, нить в работе. Я снимаю первую петлю. И с изнаночной стороны все петли, которые мы переснимали с лицевой стороны, у нас была нить за работой. С изнаночной стороны все эти петли мы переснимаем, но нить впереди работы. Все петли, которые мы с лицевой стороны провязывали лицевыми, вот этой рабочей нитью, все петли мы провязываем лицевыми. Поэтому изнаночный ряд мы вяжем, переснимаем петлю, которую мы переснимали с лицевой стороны, нить впереди работы, 2 лицевые. И так вяжем, независимо от раппорта, весь ряд. И все изнаночные ряды будут вязаться так же. Какая нить будет в работе, и петли этим цветом мы будем провязывать лицевыми. Все петли, которые будем переснимать другого цвета, скажем так, все будем переснимать нить впереди работы. Довязали изнаночный ряд до конца. У меня осталось одну петлю переснять. Я ее переснимаю, нить впереди работы. Так, не завязала я здесь узелок. Давайте завяжем, свяжем вот эти 2 нити, где мы вводили с вами нить. Здесь мы сделаем узелок. Так. Так. Вот с изнаночной стороны я один раз вам покажу, как я перекручиваю нити. То есть с изнаночной стороны в каждом изнаночном ряду в конце ряда мы меняем нить рабочую, которую вязали, на нить другого цвета. Для этого слева у меня нить, которая будет в работе, справа, которую я вязала, соответственно. Я вот эту светлую нить кладу на темную. Еще раз вот так вот перекручиваю их еще раз, и у меня слева оказывается нить уже другого цвета. И я кромочную петлю провязываю уже нитью другого цвета. Так, эту ниточку можно подтянуть, если надо. Так, у нас лицевая сторона, мы связали 2 ряда, и первая примета. Посмотрите, у нас сейчас на спице петли через одну у нас светлые петли, и каждые 2 петли у нас темные петли. Вот если именно такое расположение петель, значит это вы связали первый, второй ряд. А мы вяжем с вами 3-й ряд. Светлая нить в работе. Снимаем первую петлю. Так, раппорт узора 12 петель. Начинается вязание с 2 лицевых петель. Вяжем 2 лицевые. Дальше переснимаем петлю нить с работой, 2 лицевые. Дальше наши средние 3 петли, то есть белая средняя, вокруг нее 2 зеленые петли. Мы переснимаем в 3-м ряду первую нить с работой, среднюю петлю провязываем лицевой, и с другой стороны в зеркальном отражении переснимаем нить с работой. Далее
В зеркальном, опять же, отражении мы повторяем. Вот средние 3 петли, здесь 2 лицевые и переснимали. Точно так же вяжем с другой стороны. 2 лицевые петли, переснимаем петлю, нить с работой и лицевая петля. У нас осталась одна петля. До конца раппорта вяжем ее лицевой, точно так же, как с этой стороны. Мы связали с вами раппорт узора. Так, повторим еще раз. Начинается наш раппорт с 2 лицевых петель. Далее мы с вами провязываем одну петлю, пересняли, 2 лицевые. И далее опять средние наши петли. Вот смотрите, вот эти 3 петли, которые мы одну пересняли, 2 лицевые, при увеличении раппорта на 6 петель повторим еще раз. То есть одну сняли, 2 лицевые, еще раз вяжем, одну сняли, 2 лицевые, точно так же прибавится петли с другой стороны, тоже 2 раза мы будем повторять. Если вы прибавите 12 петель, то это будет уже 3 раза, то есть одну петлю пересняли, 2 лицевые, одну пересняли, 2 лицевые, одну пересняли, 2 лицевые, а в начале также 2 лицевые петли. И вот так вы увеличите раппорт вашего узора. Провязали, вяжем средние петли. Одну петлю переснимаем, 1 лицевая, одну переснимаем. В зеркальном отражении 2 лицевые, одну переснимаем. Если раппорт больше, провязываем, повторяем еще с вами сколько раз. И 1 лицевая. Так, я перебрасываю маркер. В конце у нас с вами петля для симметрии узора, вяжем ее лицевой, точно так же, как в начале. И получается у нас, что в начале ряда 2 лицевые и в конце ряда 2 лицевые петли. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Изнаночная сторона у нас теперь светлая нить в работе, поэтому вяжем, как я вам говорила. Все петли, которые мы вязали с вот этой нитью светлой, мы с изнаночной стороны вяжем лицевыми, независимо от раппорта. Вот у нас первые 2 петли светлые, мы провязываем лицевыми. Все петли, которые переснимали с изнаночной стороны, с лицевой стороны, мы с изнаночной переснимаем, только нить впереди работы. Вяжем так весь ряд, провязываем все светлые петли лицевыми, все петли, которые переснимали, переснимаем нить впереди работы. Так вяжем с вами весь ряд. В конце ряда не забудьте поменять на нить темного цвета. И следующая примета. После провязывания 3 и 4 ряда у нас между раппортами, вот один раппорт видно и второй, образовались 3 петли одного цвета. Вот если у вас светлой пряжи 3 петли одного цвета, значит вы провязали 3 и 4 ряды. А мы вяжем с вами 5 ряд. У нас темная нить в работе. Снимаю первую петлю. И начинается 5 ряд с вязания 1 лицевой петли. И вторую петлю мы переснимаем, нить с работы. Далее вяжем 2 лицевые петли. Одну переснимаем, нить с работы. Дальше идут наши средние 3 петли. Вот в 5 ряду 3 средние петли мы вяжем одним цветом. 3 лицевые. И с другой стороны вяжем в зеркальном отражении. Здесь мы переснимали петлю 2 лицевые, переснимаем петлю нить сзади, 2 лицевые. И последнюю петлю раппорта мы переснимаем нить с работой. Мы связали раппорт 12 петель, перебрасываем маркер и повторяем наш раппорт еще раз. То есть начинается вязание нашего раппорта с 1 лицевой. Следующую петлю мы переснимаем нить с работой. Далее вяжем 2 лицевые, одну петлю переснимаем, нить с работой. Вот здесь мы делаем прибавление. То есть, как я вам говорила, вот этот элемент, то есть 2 лицевые, одну переснимаем, мы повторяем. Если прибавляем 6 петель, еще 1 раз, если 12 петель, еще 2 раза и так далее. Средние 3 петли мы провязываем
одним цветом 3 лицевые и в зеркальном отражении одну петлю переснимаем, нить с работы 2 лицевые. Опять же здесь повторяем нужное количество раз вот этот элемент, вот эти 3 петли. И в конце одну петлю переснимаем, это окончание нашего раппорта. И в начале у нас была 1 лицевая петля. Петлю для симметрии узора мы провязываем лицевой. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Изнаночная сторона, 6 ряд. У нас темная нить в работе, поэтому все петли этого цвета мы провязываем лицевыми. Все петли другого цвета, которые переснимали с лицевой стороны, переснимаем нить перед работой. Вяжем так весь изнаночный ряд. В конце ряда не забудьте поменять на нить другого цвета. 3 лицевые вяжу. Вяжем ряд до конца. Мы с вами провязали 6 рядов, это половина раппорта в высоту. Обратите внимание, что вот 2 раппорта и средние петли первого и второго раппорта это петли одного цвета. Если петли одного цвета более темного цвета, значит вы провязали 3 и 4 ряды. А мы с вами вяжем 7 ряд, и у нас светлая нить в работе. То есть половину раппорта мы провязали. Раппорт у нас начинался с темной нити. Следующая была светлая и темная. Повторяем то же самое, только начинается теперь у нас эти 6 рядов начинаются со светлой пряжи и закончатся светлой пряжей. 7 ряд вяжем, как и первый мы вязали. Одну петлю переснимаем, нить с работой, 2 лицевые. И вяжем так независимо от раппорта весь ряд. Переснимаем нить сзади 2 лицевые. Переснимаем петлю, нить сзади 2 лицевые. Переснимаем нить сзади 2 лицевые. Вяжем так весь ряд. С изнаночной стороны мы с вами петли светлого цвета провязываем лицевыми. Все петли, которые мы переснимали с лицевой стороны более темного цвета, переснимаем с изнаночной нить перед работой. Вот такой вид после 8 ряда. У нас нигде нет 3 петли одного цвета подряд, но теперь провязаны теперь у нас светлые петли и сняты у нас теперь темные петли. Это 7-8 ряды. Вяжем 9 ряд. Снимаем первую петлю. Он вяжется так же, как 3, только темной пряжей. 2 лицевые. Одну петлю переснимаем, нить с работы, 2 лицевые. Это вот как раз петли, которые мы будем повторять при увеличении. Средние 3 петли. Одну переснимаю петлю, нить сзади. Средняя петля лицевая. Переснимаю с другой стороны петлю, нить сзади. И в зеркальном отражении повторяю 2 лицевые. Одну петлю переснимаю, нить с работой и 1 лицевая. Так вяжутся все раппорты. В конце 1 петля для симметрии узора. Она лицевая, так же как и первая. С изнаночной стороны провязываем все петли рабочим цветом, скажем так, лицевыми. Все петли другого цвета переснимаем нить перед работой. Лицевая сторона. Обратите внимание, между раппортами у нас 3 петли одного цвета. Если в 3-4 рядах у нас были светлой нитью 3 петли в серединке, то здесь у нас темной пряжей 3 петли между раппортами. Так, а мы вяжем с вами 11 ряд. Снимаем первую петлю. 11 ряд вяжется как 5, только нитью светлого цвета. Вяжем 1 лицевая. Одну петлю переснимаем, нить за работой. Дальше 2 лицевые. Одну петлю переснимаем, нить за работой. Это 3 петли, которые мы будем повторять при увеличении раппорта. Также с другой стороны у нас с вами 3 средние петли. Они вяжутся лицевыми. Вяжем 3 лицевые петли. В зеркальном отражении одну петлю переснимаю, нить с работой. 2 лицевые. И последняя петля раппорта переснимаю, нить с работой.
Повторяем все раппорты до конца ряда, точно так же. Петля для симметрии точно такая же, как мы с вами вязали первую, то есть она лицевая. С изнаночной стороны все петли светлой пряжи вяжем лицевыми, все петли другого цвета переснимаем нить перед работой. Ну вот мы связали с вами 12 рядов, последние ряды 11 и 12, и вот она, серединка нашего раппорта, работает наша примета. Если в пятом и шестом рядах у нас в серединке были 3 одинаковые петли зеленого цвета, более темного цвета, то здесь у нас 11-12 ряд более светлого цвета. Вот зная все эти приметы, вам легко будет вязать этот узор и не запутаться, какой ряд вам вязать. То есть далее, повторяя с 1 по 12 ряд, у вас получится очень красивый узор. А мне осталось с вами попрощаться. Очень надеюсь, что это видео было вам полезным. Если да, смотрите мой канал. До новых встреч!